Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Как вы все знаете, я получил отказ в предоставлении убежища в Польше. И сейчас я более подробно расскажу вам об этом решении и разберу его. Итак, это уже второй отказ в предоставлении убежища. Первый я получил, когда я еще находился в польской тюрьме. Я обжаловал этот первый негатив, и вот апелляционная инстанция, это Совет по делам беженцев, они рассматривали мою апелляцию в течение 9 месяцев и позавчера вынесли решение негативное. Они поддержали первую инстанцию в отношении меня, отказали мне в предоставлении всяческой защиты, но при этом предоставили дополнительную защиту для моей семьи, для жены и для моих детей. Отказ в удовлетворении моего прошения о предоставлении убежища мотивирован тем, что я якобы, по мнению польских спецслужб, представляю угрозу для безопасности страны. Это уже не первое такое решение в моей истории, потому что аналогичное решение я получил и в Грузии. Только тогда оно было вынесено в отношении всей нашей семьи. Разумеется, польские спецслужбы не раскрыли, в чем именно они видят мою угрозу. Просто есть некая рекомендация польских спецслужб, на которую ссылается Совет по делам беженцев и отказывает мне в предоставлении убежища. Соответственно, я опять оказываюсь в ситуации, когда я не знаю, в чем меня обвиняют, соответственно, не могу никак опровергнуть эти обвинения и выстроить какую-то защиту. Это, конечно же, является нарушением конвенции, это нарушение моего права на справедливое судейство. Я не могу судиться, не зная, в чем меня обвиняют, я не могу защищаться. Поэтому это такая юридическая коллизия, когда власть, с одной стороны, признает, что действительно я являюсь человеком преследуемым из-за своих политических и религиозных взглядов. Они признают, что возвращение мое в страну происхождения повлечет пытки, несправедливое отношение, унизительное отношение по отношению ко мне. На основании этого они признают, что даже моя семья тоже является преследуемой, и возвращение в страну происхождения также повлечет преследование и в их отношении из-за меня, из-за моей деятельности, из-за моих политических и религиозных взглядов. Но при этом они не удовлетворяют мое прошение, не дают мне защиту из-за того, что я якобы представляю угрозу для данного государства. К теме угрозы я вернусь чуть позже, в заключении этого видео. А сейчас я бы хотел разобрать некоторые тезисы, которые присутствуют в решении. Первое – это история о том, как моя семья, жена и мои 3 детей, на тот момент у меня их было 3, как они покидали Чеченскую Республику и Россию. У них не было заграничных паспортов, и я не мог вывести их вместе с собой в Грузию, потому что для пересечения российско-грузинской границы необходимы заграничные паспорта. Однако мне необходимо было вывести их из России, чтобы кадыровские щупальцы до них не дотянулись. И единственным подходящим вариантом для них был Казахстан, потому что в Казахстан можно выехать по внутреннему российскому паспорту. И я принял решение отправить их в Казахстан. Они поехали в город Актау. Дело в том, что Совет по делам беженцев в Польше оценил эту историю из моего интервью как неправдоподобную. Они посчитали, что женщина с 3 детьми не может преодолеть такое расстояние на автомобиле. Это для нее слишком сложно. И они замерили расстояние от Астрахани до города Актау, 1250 километров. Они взяли расчет именно Астрахань, потому что прямое такси из Астрахани было до города Актау. И вот они, просчитав эти 1250 километров, они посчитали, что это слишком сложно, и поэтому эта история, на их взгляд, неправдоподобная. Так вот, я бы хотел обратиться к работникам Совета по делам беженцев. Дело в том, что мы находились в экстренной ситуации, когда моей жене и вообще моей семье и моим близким родственникам угрожала опасность. Это была угроза для их жизни. И в такой экстренной ситуации мы готовы были бы преодолеть эту дорогу на велосипедах. Мы не задумывались о сложности этого пути. Да, действительно, моя жена
и мои дети преодолели этот путь на автомобиле. Как бы неправдоподобно для вас это ни звучало, это истина. И если вы когда-либо в своей жизни окажетесь в такой ситуации, чего я вам не желаю, поверьте мне, вы будете готовы преодолеть и большее расстояние даже на повозке. Вы будете готовы отправиться в Мадагаскар, лишь бы убежать от преследования и не попасться в руки тиранов, которые готовы запытать вас, убить вас и любой ценой вернуть уехавшего человека обратно в свой плен. И подобные оценки с вашей стороны, они выглядят очень цинично. Это очень неправильно рассуждать, сидя в кабинетах безопасных, о том, как повели себя люди в экстренной ситуации. Был ли у них выбор выбирать на автомобиле им ехать или лететь? У нас не было такого выбора. Мы действовали в соответствии с теми обстоятельствами, которые у нас сложились. И я еще раз подчеркиваю, ни вам, никому бы то ни было, я не желаю пережить этого. Вторым тезисом, удивившим меня в этом решении, было то, что Совет по делам беженцев посчитал неправдоподобным историю о том, что руководитель администрации, главы и правительства Чеченской Республики Ислам Кадыров на тот момент придрался ко мне из-за моей бороды, и что все мои проблемы начались именно из-за бороды. Они посчитали, что это неправдоподобно, что чиновник такого уровня может бросить свои государственно важные дела, свернуть с дороги, отправиться за человеком, чья борода ему не понравилась, и устроить ему вот такие проблемы. И тут я, честно говоря, само удивление понимаю. Действительно, это, наверное, звучит очень странно для европейского человека, который не понимает искренне, как можно придраться из-за внешнего вида к человеку. Однако недоверие к этому факту является очень странным, потому что факт моего похищения Исламом Кадыровым именно из-за моей бороды подтвердил в своем телефонном разговоре со мной спикер кадыровского парламента Магомед Даудов. Вот послушайте этот момент. Ислам Кадыров, как представитель власти, он кан ури хосаннак, он кутскиап дочь, он мажвахахуйти. إذا أنا خشيك وكش حالده يبالي ولدير ديلا حنصان بالي موال حارة إحنا أجي حسن حسن كوارت تلين دبح بلا حائز دي أنا مت بالو دي أنا حو ولول حو حائق وشو يعكوات شو خدو حوصل دو دي أنا سو حو روا دايت سويق سو دي أنا تلت كوي تشوت سويلنا سو شا عش ولا أي حق أميل أحيي لرق دي أنا هو عش ولا دي أنا شيء خصمي دي أنا قيقنا تيجي حويت سوق أميل دينا قيتي مش ذكرش داج مش سوما دي أنا نيس دي يعني فك دي أنا كاك чиновник этой власти دي أنا خان عوري حبالي بالش دي أنا ناخن ظلم دالا نكسن شيء دي أنا قيرة بالله حويت سوق أميل دي بيقهوا قيتي هم تامو داس دي أنا ما تدينا تانا خيتنا دي أنا ثم دنيتهم داسا هم ما تدينا دي أنا قيتي просто напросто он хай телефон чуха знаешь да действительно телефон чуха он цун цатен дукум шхила хай чуха асвек де она сей ислам хляц камел долчена ответит дирк асон может он по закону мусульмане садин хадут суал قيتي даже су этметя де она закон духиня су закон цадиня хин хоша волче از یو پچور کی ودان دیانه تو آره ودایت سویگه تو آیا پدوال چود سویلنا تو آدیانه ترما چود سویلنا تو حشا اشول شی خوس میویگه شا امیو شول دیانه کوهنی چویگه قیتیا تو دق ظلم دی دق ظلم نگهسن حبانی عدالة يقول حيدق أروى بوجدات اسمع الله دیان شین حدیانه پیتنیه مجیو شین گندیچ حو نو تمسو يمايه ديون حبيك عاقا ديون تواخيل آلم أولي ديون تشوزيا شي دعياشا ديون موش دي يقيريون هون ييز تريدو أولي ديون خيتيا حاي بيتني يجيش ديون تسوى حويقا حد ندي الله قوالينا شيتيني دا أعمى الله ديون زكوني داخش ديون بقوى ميات سنحو هون لوش دوش ديون شاول شي حويقا Магомед Даудов
по кличке Лорд неоднократно подтверждает, что да, действительно, я был похищен, и действительно причиной явилась моя борода. Поэтому, как бы это ни звучало странно, но это уже факт, который неоспорим. Его само руководство Кадыровской Чечни подтверждает. То, что именно борода является предметом преследования чеченской молодежи, я доказывал в своем ролике под названием «Кадыров не запрещал носить бороду». И можете посмотреть вот по этой ссылке. Удивительно, когда кадыровская власть не отрицает сам факт преследования молодых людей из-за их внешности, из-за их бороды, когда международные авторитетные правозащитные организации подтверждают этот факт, они указывают его в своих докладах, что действительно в Чечне существует такая проблема, и молодежь преследуется из-за внешнего вида, из-за их наличия у них бороды, которая как-то не нравится кадыровской власти. Удивительно, когда в этой ситуации польская власть почему-то считает этот факт неправдоподобным. Да, я согласен с вами, что для вас это удивительно, но когда вы говорите, что это неправдоподобно, с этим я не согласен. Если вы не верите и самой кадыровской власти, когда они это подтверждают, если вы не верите правозащитным организациям, которые указывают это в своих докладах, то каким еще образом возможно вам это доказать? Третий и еще более удивительный тезис в этом решении – это была история с моим братом, в отношении которого возбуждено уголовное дело в Германии. Об этом я рассказывал тоже на данном канале в своем ролике. Если кто не видел, посмотрите вот по этой ссылке. Я вкратце расскажу вам об этом деле. Дело в том, что мой брат на своем аккаунте в Facebook репостнул статью немецкого издания Deutsche Welle. Статья называлась «Кто снабжает оружием ИГИЛ?». Он просто репостнул статью немецкого издания. Я подчеркиваю, это немецкое издание. Он репостнул эту статью, и в этой статье была фотография мужчин с оружием, и на головах у них были некие головные уборы с какой-то символикой ИГИЛ. Так вот, немецкая власть, она посчитала, что мой брат тем самым опубликовал символику ИГИЛ. И она не предъявила никаких претензий авторам данной статьи, то есть редакции Deutsche Welle, но при этом предъявила претензии моему брату. У него прошел обыск, у него изъяли технику. Разумеется, мы сразу же начали действовать по этому делу, это абсурд. И мы наняли адвоката, Deutsche Welle тоже заинтересовались этой историей, они написали об этом, по сегодняшний день они контролируют и ждут решения немецкого суда по этому поводу. Но меня удивило то, что в польском решении, в моем отказе, была ссылка на эту историю. И Совет по делам беженцев пишет, что они приняли во внимание тот факт, что в отношении моего брата в Германии заведено уголовное дело из-за того, что он якобы опубликовал символику ИГИЛ. И я искренне удивлен этим моментом, потому что я знал, что коллективная ответственность применяется в кадыровской Чечне. Я также наслышан о том, что она применяется в Израиле. Но я не знал, что она применяется в Польше. И я не мог себе представить, что в правовом государстве такое возможно. Даже если бы я был родным братом Усамы бен Ладена, все равно я бы по закону не мог нести за него ответственность. Это запрещено конвенцией. Не может человек нести ответственность за преступление другого человека, даже если это его ближайший родственник. Поэтому, конечно, мой брат не является преступником. Конечно, те обвинения, выдвинутые в отношении него, являются абсурдными. И, разумеется, мы работаем над тем, чтобы их опровергнуть. Но удивляет в этой ситуации позиция Совета по делам беженцев в Польше. Как так? Как вы могли брать во внимание этот момент? Ну и в заключении по поводу моей угрозы для безопасности государства. Дело в том, что я являюсь общественным деятелем, публичным. Вся моя деятельность, она здесь, на моих каналах в Ютубе, на моих аккаунтах в социальных сетях. И у меня нет никакой иной деятельности, которая была бы не публична. Все, что я делаю,
вы являетесь свидетелями этих действий. И я являюсь человеком, который абсолютно не представляет никакой угрозы даже для российской власти в Чечне. Даже для них я не представляю угрозы. Да, я для них, наверное, неудобная такая болячка, которая постоянно беспокоит, дает о себе знать, но при этом не угрожает жизнедеятельности организма человека. Вот я что-то подобное. Я не являюсь для них угрозой, но я для них неудобен, я их раздражаю. Но вы почему-то приняли решение о том, что я являюсь для вас угрозой. И вы не первые, кто приняли такое решение, до вас это решение приняла Грузия. И у меня появилась такая мысль, вот жил я, обыкновенный чеченец, воспитывал свою семью, работал на одном из предприятий, платил налоги, платил коммунальные услуги, общался со своими друзьями, поддерживал отношения со своими родственниками, где-то путешествовал, вел обычный образ жизни. И никто в этом мире не знал, что я являюсь угрозой для целых государств. И вот в один прекрасный день я столкнулся на одной из улиц Грозного с Исламом Кадыровым. Он меня задержал, и началось мое преследование. И в результате этого весь этот мир узнал о том, что я, оказывается, являюсь угрозой для целых государств. Наверное, в этой ситуации нужно поблагодарить Ислама Кадырова, что он выявил такого опасного для всего этого мира человека. Я бы хотел обратиться к польским властям, если они будут смотреть это видео. Дело в том, что многие мои польские знакомые считают, что чеченское общество является таким закрытым обществом. Честно говоря, я так и не понял, в чем эта наша закрытость, но такое мнение присутствует. И сейчас, обращаясь к польским спецслужбам, которые посчитали, что я для них опасен, я хотел им сказать, что я чеченец и я открыт. Я открыт для того, чтобы общаться с вами, ответить на ваши вопросы и, возможно, развеять ваши сомнения по отношению ко мне. Быть может, если бы вы спросили у меня, задали бы мне какие-то вопросы, быть может, я смог бы как-то развеять эти ваши подозрения. Почему вы не хотите выйти со мной на диалог? Что вам мешает? Почему вы просто так единолично выносите решение по мне, которое является для меня судьбоносным, которое может стоить мне жизни, стоить мне свободы? Мое возвращение в Россию – это равносильно моей смерти. Это вещи, о которых просто даже думать недопустимо в моей ситуации. Почему вы так легко решаете мою судьбу? Подумайте об этом. Дайте мне шанс развеять эти ваши подозрения в отношении меня. Теперь, что касается перспектив, что я намерен дальше делать. Разумеется, я буду использовать все те правовые механизмы, которые предоставляет мне Польша для того, чтобы отстаивать свои права в этом государстве и добиваться справедливого решения по отношению ко мне. Поэтому борьба не окончена, я буду бороться за свои права и буду добиваться позитивного решения в отношении меня. Не забывайте меня в своих дуа Аллаху и помните, если со мной поступят несправедливо и я окажусь в руках этих беззаконников, то не отчаивайтесь, значит таково было предопределение. Я не знаю, смогу ли я выдержать их издевательства, их пытки, поэтому не судите строго. Но пока я могу говорить правду, я буду делать это, несмотря ни на какие негативные решения. И вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров.